Всем доброго времени суток, с вами Игорь-чтец, и мы продолжаем проходить игру Век Дракона 3 Инквизиция. Сегодня у меня в планах еще побродить маленечко по предместьям Редклифа. У нас там какое-то незаконченное задание было сбоку карты. Нужно его закончить. Плюс там, по-моему, мне еще от подземелий ключ надо было найти. К объездчику сходить. Ну вот, пока, далеко не заходя, такие вот у меня на сегодняшний день по записи план. Не знаю, насколько у меня получится все это выполнить. Может, мы ключи не найдем. Или встретимся с какой-то другой проблемой. Ох, как нас здесь встречают. Гостеприимно. В общем, как бы оно ни было, буду стараться выполнить мои задумки на сегодня. И, кстати, в прошлой серии я говорил, что от уровня зависит то, как, насколько успешно можно побеждать высокоуровневых врагов. Да, действительно, от уровня зависит, насколько успешно высокоуровневых врагов можно победить. Но, как показала практика из прошлой серии, если хорошо одеть спутников и главного героя, в принципе, можно и 8-уровневую брешь закрыть без особого напряга. Равно и обратно, если одет слабо, то огрести можно на раз-два вообще. Лучник. Уберу пока лучника, его быстрее убрать. Чем этого великана. Сука. Главное, уклониться никак нельзя. Недоносок. Тяжелый б... А ну-ка. Стоп. Ага. 7 уровень, да. В общем, тут и пока на нее одеть-то нечего. Оружие, что у нас тут? Короче, что-то все высокоуровневое мы набираем, то мне ни черта не подходит. По-прежнему собираем всю вот эту траву, потому что то ли кто-то мне говорил, то ли я где-то читал, что там для улучшения рецептов зелий, для открытия новых зелий потребуется много вот этой травы всякой. Поэтому все вот эти растения благотворные я буду собирать. Кстати, я там забыл, что там у нас по кодексу. Ага, существа какие-то новые. Ну вот, например, демон гнева. Огненный. И Верзила. Ну, демона гнева чуть попозже вам почитаю, а вот про Верзилу, которую мы сейчас победили, в принципе, можно и почитать. Так он где-то выглядит, бронированный. Носорог такой. Воин с большим оружием вселяет ужас в обычных солдат, но для шевалье он представляет не большую опасность, чем любой другой противник.
Умелого воина убивают молотом или топором в 3 случаях. Либо застают врасплох в пылу сражения, либо он не может уклониться от удара из-за спецификации поля боя или травм. Либо же, как это бывает чаще всего, он не успевает увернуться из-за плохой реакции. Мы плохо отрабатываем бой против двуручного оружия, потому что сами его презираем. Мне кажется, это ошибка. Надеюсь, в будущем ее исправят. Слишком уж много я повидал умелых воинов, погибавших из-за того, что пытались заблокировать щитом удар молота, вместо того, чтобы отвести его. Я видел, как бойцы теряют хладнокровие из-за страха или из-за гнева и пытаются сражаться с таким воином 1 на 1, полагая, что один удар им будет не страшнее удара легким мечом или кинжалом. В гуще боя даже хорошо обученный боец может подумать о таком, кто не сумеет побороть в себе подобные мысли, погибнет. Следите за оружием, но лишь для того, чтобы оценить его длину. В остальном же, как и во всех боях, о намерениях противника расскажут его бедра и плечи. Большое оружие опасно лишь в движении или при заносе над головой и ударе сверху. Умение уступать необходимо, но уступать следует только настоящей угрозе. Если противник двигается на вас, но не подготовился к удару, следует подбежать, рубануть и отойти в прежнюю оборонительную позицию, пока тот не подготовил удар. Возможно, для победы понадобится рубануть 10 раз, даже после 9 он может снести вам голову, если вы пренебрежительно отнесетесь к доступной для него дистанции. Если же вы используете такое оружие сами, определите свою дистанцию и не пытайтесь реагировать на противника, до которого не достаете. Вы не сможете перейти в защиту так же быстро, как с мечом и щитом. Оружие должно быть постоянно в движении, а в удары должно быть вложена нужная сила. Короткий шаг в сторону может заставить противника подумать, что вы уходите с поля боя и переключиться на оборону. С помощью этих приемов можно убить почти любого, кто выйдет против вас. Сражаясь в такой манере, вы будете чувствовать себя больше мясником, чем героем, но живые найдут, чем себя утешить, а мертвые нет. Как-то так. Ну, читать, конечно, интересно, но, на мой взгляд, это не применительные к игре советы, потому что едва ли здесь хотя бы 10% из того, что там написано, можно применить в бою. Так, сначала я здесь обоснуюсь. Вот как здесь можно планировать какую-то тактику ведения боя с этим верзилой, если тут элементарного уклонения нету? Это объясните. Если нельзя уклониться от противника, на кой черт мне вообще вот эти вот советы? Так. Ну, нам сюда нужно. Ну, ладно, коль мы... Коль мы сюда вышли... Так, а где враги-то? Ох, они в невидимость уходят. Нет, ну как можно их подсветить? Заморозкой? Вот, сука, а? Ты смотри какой. Ну, Кассандру, конечно, он так не убьет. Потому что у нее бронирование мощное. Какой-то памятник. Блин, нет, я, наверное, лучше вниз пойду, потом туда дальше. О, шлем стража, супер. Кстати, может, стоит вернуться
назад и уже что-нибудь попытаться собрать из чертежей. Назад я имею в виду в убежище. Блять, нахуя вы загрели медведя? Вот нахер было это делать. Все свою собак приманили. Надо быть дебилом, чтобы ставить на себя медведя. Который вообще ему не до нас было. Варик дурачок. Хорошо, что не 9 уровня медведь. На том спасибо. Спасибо. А, забыл, что у Солоса есть навык возрождения. Надо было вот вам медведя потревожить. А вот лес. Лес нам, по-моему, нужен. Для строительства крепости. Так, можно было туда пойти, можно было сюда. Ну давай сначала туда. Только сейчас осторожно, нужно этого медведя и одного и второго обойти. Блядство. Да не агрите вы его. А, там разрыв. Тут сокровища. Амулет силы. О! Ебать, еще и медведь. Ты сука. Что делает, а? Так, она на Кассандру агрится. Медведица. Значит, нужно выбрать Варика. Добивай его. Неужели? Вроде бы и подъем какой-то. Забраться он никуда не может. Ладно. Пойдем тогда закрывать разрыв. Так, стоп, там амулет какой-то был. Сила. Ну, не знаю, нужна ли мне эта сила. Ну, каждое очко повышает показатель атаки только у воинов. Бонус склону при обороне. Короче, оно мне эта сила вообще никак.
Колдунский меч. Блин, куда-то я не туда. А, я не могу туда зайти. А, вот он. Вот он, этот и огненный демон. Слушай, а какого они уровня? 12-го, ёшкин кот. Текаем. Двенадцатого уровня, ну его нахер. Чё-то мы чересчур жирных врагов все подобрали. Это уже волк, да? Все. Уровень хочу уже себе сделать. Это запись черного волка. No normal wolf would fight with such determination. The breach may have driven them mad, or perhaps a demon took command of the pack. Так, вот там схрон какой-то. Крепость, схрон. Up ahead. That's the camp of our mysterious friends, unless I'm mistaken. Ага. Не попал. А ну-ка, иди сюда на меня. Иди, иди. Чуть не оценил дистанцию. Все, теперь долбим его. You say you've witnessed past events in the Fade, Solas, or the memories of them. But the Fade distorts reality. Surely it cannot offer a true reflection of what occurred. Are your own memories any different? The truth is never precise, regardless of where you are. Так, мы, конечно, этот замок возьмем на приступ, но сначала я хочу посмотреть, а что вот здесь за кутки. Ага. Удар щитом. А у Кассандры его есть? У Кассандры его нету. Сейчас еще чуть-чуть и можно прокачать уровень себе. Еще пару врагов уничтожить. Будет левел ап.
Честно говоря, мне вот эта возможность с атрибутами конкретной способности не очень нравится. Так, сейчас осторожно их обойдем. Пройдем сокровища. Там еще одно есть, но не хочется рисковать. Ну-ка. Так, не получается. Кое-как вышли. Карта фермерских угодий с пещерой. Это типа спонтов сокровища, да? Ну-ка, если я... Вроде бы помогло. Ой, опять этот на баре. Вот сейчас как раз на них и уровень не поднимет. Так, шляпа инквизитора. Посмотрим, как она хоть выглядит. Так, это я ничего не могу взять. Соус. Морозный посох. Так, а вот по доспехам там вопрос был. Ага. Шляпа. Ну пусть шляпу это носит. Пока что. Ну ладно, пусть соусу отдадим этот доспех. Телосложение с хитростью ему вообще не нужно. Ох, ладно. Прочитаем про этого волка. Вот так он выглядит. Разведчики сообщили о нетипичном поведении волков. Брешь и появившиеся в результате разрыва вызвали беспрецедентное разрушение завесы. Такие изменения в окружающей среде вполне могли привести к противоестественной агрессии. Если причина в этом, не могу сказать, насколько широко распространяется явление. Сколько волков пострадало из-за неравновесия в природе, какую угрозу они представляют для прочих членов стаи, а для местной фауны и населения необходимы новые исследования. Куда мне их взять? Сейчас новый уровень получу, и я вернусь в убежище, кстати.
Так, давай все-таки, наверное, я активирую этот лагерь. Потом пойдем в замок. Брать на приступ его. Блин, опять меня куда-то не туда понесло. Все хочется исследовать, все хочется осмотреть, но, блин, спешить не нужно. То мы сейчас на кого-нибудь наткнемся и нас опять воткнут в землю. Медведь, ну его нафиг. А вон и лагерь. Decent spot to camp. Амулет выносливости. О, супер. Медведь откуда-то взялся. Больно бьет. Что не вижу. Промазал. Вот так. Еще пару таких медведей и левел-ап. Тут кроме... О! Новый уровень. Так, что здесь у меня? С каждым убийством у вас восстанавливается выносливость, что мотивирует продолжать убийство. Ваши кинжалы мелькают в танце смертоносной боли. Каждый удар повышает шанс на критический удар. После критического удара цепочка сбрасывается и начинается новый танец. Давайте вот эту пассивку возьмем. Так, а у них тоже прокачался уровень? Или нет? Нифига, да? Ладно. А, найдите ключ от Валмара. Хорошо, сейчас быстро в убежище переместимся. Во-первых, постараюсь что-то скрафтить. Во-вторых, загляну кое-куда в другое место еще. По-моему, если собираешь элементы, которые выпадают с определенных врагов, за них дают опыт и бонусы там какие-то. Женщина, по-моему, которая в церкви там была,
А, ну и попродавать заодно. Все говно, что у меня там набралось. Дальше том пока не буду продавать. Утка охотника. Да, в принципе, я это все носить не буду. Можно это все продавать. Синий лут буду только оставлять, а все остальное буду продавать. Стекла еще все продам. Your quartermaster's keeping this place running. I'll pass on your thanks, Master Harry. Сто 62, а у меня сколько? Угу. Давай. Кровавик. Прям такой красный. Еще один такой же сделаю. А, еще нельзя, да? Еще кровавика этого нужно насобирать. Что-то вообще мало за него дали. Оружие. Доспех, шлем стража. Да, а у меня сколько? 114. Ну, шлем стража можно, наверное, создать. Это опять же кровавик нужно использовать. Нет. Не надо. Так, у Варика сколько там брони? 84. «95. Баранья кожа. Вот защита от магии мы сделаем. Так, варик. Так, черт побери. Вот так. Ну, уже более по-ботному выглядит. Так.
Стоп, 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 стоп. 102. У Кассандры что там? У Кассандры вообще все плачевно. Вот так вот. Хорошо, прям ей он сидит, этот доспех на ней. Кстати, щит у нее сколько? Щит 15. Можно было там его как-то до 18 раскачать. Но опять же, кровавик я бы потратил лучше бы на кинжал. Так, теперь по ножу и перчатки. Это к доспеху Солоса. Ну ладно, давай. Силе воля. Сила воли нужна нам, конечно. Ловкости, хитрости. Чё, к магии нету ничего? Давай так попробуем. Ну-ка. Вот так, да, получается? Фу. Что-то не то нажал. Так, ну потихонечку Солосу доспех сделали. И наручи какие-то там у него появились. Так, что там у нас по параметрам? Духовная стойкость и решимость персонажа. Каждое очко повышает показатель атаки для всех классов. Ничего себе. И защита от магии. Ну да, оно полезно. И ловкость. Короче, ловкость можно не качать спутником. Качать им можно только хитрость.
Так, а это что такое, я не понимаю. Что тут творится? Your kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Johnson. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Устроили здесь не пойми что. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. Должное руководство не справилось. If the proper authority hadn't completely failed, the conclave wouldn't have been needed. So you suggest I blame the Chantry and exalt a murderer? What of justice? That won't help restore order in the here and now. Order will never be restored so long as this rebellion is allowed to fester. Калин, почему он здесь? Remind me why you're allowing the Chancellor to stay? Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. Кто убил Верховную Жрицу? The mages and Templars are fighting even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes? Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Война магов с храмовниками. Крупная. How widespread is the violence between mages and Templars? Possible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. Я вернусь с хорошими вестями. I'll make sure they see reason in Val Royeaux. I pray you're right. Так, это кто? Так. All men who work of our Maker's hands, from the lowest slaves А вот и to the жрица. highest kings, those who bring harm with them. Research in the nave wishes to verify that the infections have decreased in number. Yes. Thank The Inquisition cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinia's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked his life to slow the magic of the breach. Sir Trevelyan, may I present the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. Эта земля принадлежит вам? This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denver, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. Людям нужен приют. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her.
Why is the Chandra ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Маркиз и правда владеет убежищем? Do the Durelians actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durelions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. Ловко вышло с Маркизом. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. Как ты стала послом? May I ask what brought you to work for the Inquisition? Sister Liliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. Вот именно в прошлой серии, в прошлой или в позапрошлой, по-моему, позапрошлой, именно тот момент, когда к нам на верность присягнули 3 высокопоставленных в Инквизиции чина, среди них была вот как раз таким Монтелье, она отвечает за дипломатию в Инквизиции. Вот как раз таки в той заставке, которую мы пропустили, она и была. For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. Твоя помощь не повредит. I'm glad for your help. I have a feeling the Inquisition's going to need it. I do believe you are correct. Thedas's politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Вот эта Жозефина и будет нашим главным дипломатом в Инквизиции. Ну, будем рассчитывать на ее таланты. You're the Herald, or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker, Pentagast, and I use what I find to help the soldiers fight them. Значит, ты маг? You said you were a mage? No, just an apprentice. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in, along with the Tranquil I was protecting. Ты исследуешь тварей? You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Почему ты изучаешь тварей? Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster is coming at you, glowing eyes and burning claws, it's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. Ну да, я нашел кое-что для тебя. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. Thank you.
Ох, нехило, If you почти find anything, please. 400. You've brought back some fascinating things. We're putting them to good use. Ты защищал усмиренных? You said that you were keeping some of the tranquils safe? Yes. The mages took some of them when my circle rebelled. The rest were forgotten. Most circle mages look down on the tranquil, or try to pretend they don't exist. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves. Can't defend themselves at all. It's a shame. I like them better than most people. Повезло им, что ты была рядом. I'm glad they have someone who cares about them. They deserve better. They're polite, they're rational, and they'll never get angry at you. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. Ты не присоединилась к повстанцам? I'm surprised that even an apprentice mage wouldn't join the rebellion. I don't like using magic to fight. I'm not good at it either. I like studying. I like performing rituals that help us unlock the secrets of the Veil. I liked having the Templars around to keep us safe. Ты в меньшинстве. Most circle mages I've met have a different opinion of the Templars. They have not lived my life. I was born into a Dalish clan. I lived there until my magic manifested. The Dalish cannot risk having too many mages in one clan. And I was one more than they could bear. They gave me a pack and sent me into the woods to find my own life. I was 7 years old. Это многое объясняет. No wonder you'd rather stay in the circle. You had more than enough life outdoors. I stumbled into a village, starving and cold a few weeks later. I started using magic to scare predators away. The villagers saw me make fire in my fist. They were terrified and wanted to kill me. Templars saved me from them. They gave me food and clothes and took me to the circle. I've seen what life is like without the Templars, and I want no part of it. I just want to study. I'll speak with you later. Достойно. Thank you again for what you Задача. brought back. Про Жозефину мы так и, по-моему, не прочитали тогда. По существам что-то тут добавили. Повышен урон против человекоподобных врагов. Повышен урон против демонов. Супер. Вот, Жозефина Монтелье. Жозефина Монтелье родом из Антивы, из благородной семьи. Она обучалась в Валруайо, где забилась связями при дворе. Окончив обучение в поразительно юном возрасте, леди Монтелье стала официальным дипломатом короля Фульгено Антиванского при императрице Селине Орлесианской. Она прекрасно подходит для своей будущей должности. Жозефина во всех отношениях умела дипломат. Кроме того, ей привычно путешествие, она знакома с разнообразными формами этикета. Наконец, если всех этих рекомендаций недостаточно, Жозефина еще и моя подруга. Я верю в нее и доверяю ей, а послом Инквизиции должен быть кто-то влиятельный, кому мы при этом сможем доверять. Ты же не собираешься взять эту роль на себя, Лилиана? Ну вот, а Лилиана стала нашим тайным канцлером, главным шпионом Инквизиции. Так, тут никого, да? Блин, вот не хочу сейчас я совет этот звать. Сейчас я созову этот совет, и основной квест пойдет. Тут, как я вижу, несколько локаций, но мне нужно постепенно. Тень.
Мне нужно постепенно зачищать одну локацию за другой. Я не люблю сразу по 50 дел делать одновременно. Тень это что, магия или что это? О, хорошо, что наткнулся на нее. По идее, это где-то здесь должно быть. А, вот тень. Сколько знает себя человеческий род, столько он исследует тень, ибо каждый раз, когда мы спим, мы блуждаем по ее закоулкам, изредка видя отблеск города посреди нее. Она близка нам, как наши мысли, но отделена от нашего мира. Когда-то империя Терминтор тратила уйму золота, лирума и рабов в попытке начертать карту тени. Это оказалось совершенно пустым предприятием. Хотя разные части тени принадлежат определенным могущественным духам, все в ней при этом постоянно течет и меняется. Прежде чем империя закрыла проект, удалось найти дюжину несопоставимых и постоянно меняющихся владений демонов, а также зарегистрировать несколько сотен видов духов. Отношения сновидцев с тенью сложные. Даже при входе в тень с помощью лириума смертные не могут ее управлять или как-то влиять на нее. Однако это могут делать духи, что там обитают, но, как учит нас церковь, главный изъян духов состоит в том, что у них нет ни воображения, ни притязаний. Они создают то, что видят в уме своих спящих гостей, создают искусственные копии наших городов, людей и событий, которым, как отражением в зеркале, совершенно не хватает контекста обстановки собственной жизни. Даже самые могущественные демоны просто крадут у смертных их самые дурные мысли и самые тяжкие страхи и возводят свои королевства с одной лишь единственной целью – почувствовать вкус жизни. Вот они, эти демоны. А Калин — это персонаж, который нам знаком из первой части. Мы с ним познакомились в круге магов. Во второй части он выступил против поехавшей храмовницы из второй части. Вот. Про него, кстати, тоже можно почитать. Калин. Вот такая у него карточка. Чтобы не слышали о Киркорском восстании, все было гораздо хуже. Позвольте избавить вас от подробностей. Остатки киркорских храмовников в течение последних лет находились под моим командованием. Это, наверное, командование Мередит, наверное, или командование Калина, не знаю. Мы как могли помогали восстанавливать город и поддерживать некую видимость порядка, но больше я этим заниматься не смогу. Это Калин. Со мной связалась искательница Пентагаст, желая прекратить войну между магами и храмовниками. Она набирает людей и предлагает мне заняться военными нуждами своего коллектива. Если конклав пройдет благополучно, у вас не будет нужды, если же нет, мы будем наготове. Я решил принять предложение искательницы Пентагаст. Круги распущены, мне больше нечем помочь ордену храмовников, а он ничем не может помочь мне. Создатель указал мне другой путь, и я должен следовать им. Как-то так.
А, вот можно и с Лилианой типа побеседовать. Find anything we need? Let me know. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас я только к алхимику схожу. As I explored the Fade, I felt the presence of an intriguing artifact in the hinterlands. If you are willing, I would like to locate it. I have marked its location as best I could determine. We'll talk later. Goodbye. Отправьтесь в эти земли. О, улучшить лечение. Супер. Бьющаяся роза, губиный гриб, пророческий лава. Вот эти основные виды зелий мне нужно улучшить. После этого лотоса у меня нету. You're back. And in one piece. Ну, про Лилиану мы и так многое знаем, но... Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood. To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Игра. How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? Я за Андраста говорить не могу. I speak for no one but myself, and I have no answers for you. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. Люди смертные. People are killed all the time. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the Divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Я хочу вам помочь. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Ну, вот для тех, кто не знает Лилиану, кто не смотрел мои предыдущие прохождения, чуть-чуть про нее почитаем. Или мы уже читали про нее. В общем, я забыл. Ну ладно, кто не читал и для кого я не читал, не помню, может это попало в вырезанную часть игры, мое чтение, поэтому вот так бегунком пронесся. Можно поставить на стоп и прочитать.
Greetings. А, блин, господи, тут же по-другому все. Так, у меня с доспехом что там? Наручи есть, да? А куртки Варика наручи нет. А, у оружия рукоятки нет. Вероятность критического урона. Сила. Это для Кассандры. Будем надеяться, что на тесак можно поставить. Нельзя ни хрена. You need something? Let me know. Не, кровавик мне нужен. You need something? Let me know. Another time then. К силе воли бы. Помножу куртки разведчика. Ну давай. Не принципиально. Что так дает плюсы, что так дает плюсы. Ага, вот так они улучшаются, да? Так, еще одни такие нужно приготовить. Good. That'll do. У него металлические такие набойки появились на ногах. Ну, вроде бы кое-как что-то до ума довели. Можно с Кассадрой пообщаться.
впечатляет. Хотя, зачем флиртовать? Worried? Is it that obvious? I'm afraid so. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. А во что ты веришь? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Ты не веришь, что я избранный? You don't think I'm the herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. И что будет дальше? What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Рад слышать. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? Сам не знаю. I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Ну, It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? ты не в курсе? I thought you knew that. I suppose I could ask Liliana. She has collected a frightening amount of information on you. But I don't want to ask her. I want to hear it from you. Рассказать. I was born in Austria, and that's where most of my family is. The Trevellians, is it not? A large clan with a rather clever coat of arms. Tell me, do you consider the Free March as your home? Are you eager to go back? Теперь не могу. If I ever go back, it'll be too soon. Yes. I suppose I feel the same way about my own family. Расскажи мне о себе. I'd like to get to know you better. You would. Isn't that a problem? Not entirely. I'm just curious as to your motivation. Так проявляю дружелюбие. No motivation beyond making things between us less. Antagonistic? Exactly. As you wish. My name is Cassandra Pentecost, daughter of the royal house of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the order until they withdrew from the Chantry. I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lord. Ты неварская королевская особа? You're a member of Navarra's royal family.
The Pentaghasts are a very large clan. Half of Cumberland could say the same. Really? No, but it feels that way. I have hundreds of relatives so distant they need charts to prove we're related at all. And they have them. Oh yes. The Pentaghasts value their precious blood like it runs with gold. Значит, с семьей ты не в ладах. So, not on very good terms with your family then? I do not visit, if that's what you mean. The Pentaghasts are famed for dragon hunting, but few actually pursue the craft. Most are fat and lazy. They pay lip service to the Maker and care only for idle pleasures and past glories. My brother was all that kept me in Navarra. Once he was gone, so was I. Что случилось с твоим братом? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Тогда расскажи мне о Неваре. You don't seem to like your home. My family polluted it for me. What little I saw of my homeland was through the bars of a gilded cage. My uncle treated me like a porcelain doll to be placed on a shelf and dusted only when necessary. Thus I did not see Navarra, the real Navarra, until much later. By then I realized I knew it not at all. Что с своими родителями? What about your parents? They had the misfortune of taking the wrong side in the second attempt to overthrow King Marcus. The king executed them, but spared my brother and I since we were family and children at the time. Thus we were raised by my uncle, a mortalitasi who preferred the company of his corpses to the living. Морталитаси? Your uncle was a mortalitasi? A death mage. He still is. My countrymen do not burn the dead, they bury them in special crypts. The mortalitasi supervise the crypts, like priests. Uncle Vestalis oversees the grand necropolis. Navarrans spend more time honoring dead relatives than they do with living ones. It is odd to be so fascinated with death and its trappings. I will never understand it. Ты работала на Верховную Жрицу? So you were the right hand to the divine. To Divine Justinian, yes. And Divine Beatrix before her, in fact. The position is normally reserved for Templars of the Knights Divine, but my circumstances were unusual. Unusual how? You don't know the story? Thank the Maker. I will tell you if you wish, but it isn't as exciting as some drum it up to be. The short version is that I once saved the previous Divine's life. My reward was becoming her right hand. Что это правая рука? But what does a right hand do exactly? What is your hand capable of? It gives, it takes, it beckons. It makes a fist. Liliana and I extended the Divine's reach beyond the Grand Cathedral. We went where she could not. After Beatrix, I was tired of the position and wanted to return to the Seekers. But Justinia convinced me to stay. Her vision for the future gave me hope. Ты верила в нее. You thought she could really change them? Justinian knew the war was coming long before it began. She tried to avert it, but the forces arrayed against her were too strong. Sometimes you have to break a bone so it can be reset. That's where the Inquisition comes in. It was to be the answer. A means to preserve as well as an agent for change. I only wish she had lived to see it. Как ты стала правой рукой? So what's the story about you becoming the right hand? Sweet Andraste, you really want to hear that? It was, what, 18, 20 years ago? Some still discuss it like it happened yesterday. The tale gets bigger each time it's told. I barely recognize myself within it now. Ты скромничаешь. I'm sure you're just being modest. I was there. I think I know what happened. To hear others tell it, I alone saved Divine Beatrix from a horde of dragons sent to assault the Grand Cathedral. Rather impressive for such a young seeker, wouldn't you say? And the truth is? I stumbled upon a conspiracy to kill Beatrix. A Templar Knight Commander was at its heart, and there was a dragon battle at the Grand Cathedral, but I had help from loyal mages who rallied to the cause.
They freed the dragons from magical control. Without them, the Divine and I would both have died. Yet I became the right hand, and they are forgotten. Что стало с теми магами? What happened to the mages that helped you? They went back to their circles, with rewards and privileges and most holy gratitude. Many of them died at the conclave. Ты все равно герой. I think you're a hero, no matter how you've done it. Fine. But it was 20 years ago. I will not rest upon my laurels. Пока все. I'll let you get back to work. Ну, честно говоря, не вижу смысла, да и особого желания как-то с Кассандрой романтические отношения начинать, потому что, во-первых, меня не привлекают женщины с короткими волосами, и у меня ассоциируются с мужественностью, нежели с женственностью. Да и потом, в принципе, она и по характеру больше мужчину напоминает, чем женщину. Поэтому я таких женщин не очень жалую. Давайте с матерью Жозе поговорим. Делаю, что могу. Doing everything within my power. A task such as closing the breach is a heavy burden. I hope you do not carry it alone. We remember Andraste, but Andraste did not carry the Chant of Light alone. She had generals, advisors, even her husband for a time. Do everything within your power, but remember those who would help you. Спасибо. I appreciate your insight, Mother Giselle. Take it for whatever it is worth. You walk a difficult path, and there is little enough I can do to aid you. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Я могу чем-то вам помочь? Is there anything I can do to help you or your people? My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounded. If you could deliver this list and the items on it to Quartermaster Thren, she could get us what we need. It may not seem like much, but it would enable my healers to save many lives. Ну-ка. О, я могу и сейчас это сделать. Целебная микстура. Хорошая целебная микстура может вылечить много раненых. Награда +1 к силе. Супер. Не зря собирал. Greetings, Herald of Andraste. Хотелось бы узнать историю Инквизиции. Can you tell me about the original Inquisition? The original Inquisition was formed after the First Blight, well before the Chantry as we know it. The Inquisitors were hunters, zealots, who tracked and killed cultists and dangerous mages. As Andraste rose to power, the Inquisition came into her service. Instead of hunting those who would do harm, the Inquisitors spread the chant of light by force. И мы их наследники. No wonder everyone is so nervous around us. Who chose that name? Divine Justinia herself. I understand that this was not a popular decision. In any case, once the chant of light had spread far and wide, there was less need for zealots. The Inquisitors became the seekers of truth, and eventually the Templars. Зачем возрождать Орден? This is the dark chapter of history for the Divine to revisit. Do you know what impresses me most about the original Inquisition? They fought horrific battles, killed and died for their cause, and when it was time, they put their swords away. Perhaps the name was Divine Justinia's message, that when the Inquisition is needed, it will strike without mercy. But when its work is done, it will put its sword away.
Давайте поговорим о церкви. I don't believe I've had the chance to speak candidly with a revered mother. Can you tell me about the Chantry? I presume you mean deeper questions about the organization itself. I trust the Chantry at Ostwick taught you the basics. Каковы ваши взгляды на магию? What is your stance on magic? Andraste put it simply. Magic must serve man, not rule over him. However, those words must be put into the proper historical context. Andraste led a rebellion against the Tevinter Imperium, whose magisters controlled most of the world at the time. Even then, she never called for all mages to be put to death. She believed in peaceful coexistence. Церковь обычно суровей. I don't recall the Chantry being as tolerant of magic as you describe. No. The Chantry is an imperfect vessel, pulled in every direction by those who would steer its course. Yet the Templars rebelled precisely because divine Justinia was not restrictive enough. Perhaps the Inquisition will find a better way. Почему только женщины и люди? Why does the Chantry allow only human women to become priestesses? The official doctrine is that elves and dwarves have turned further from the Maker than humanity. And as for men, the chant holds that they are more vulnerable to anger or passion. But in truth, it is simply political, added after Andraste's death, like too many of our beliefs. А что насчет священного похода? There were calls for an exalted march to put down the Mage Rebellion. What was your opinion? It was ignorant gossip. An exalted march only succeeds when it carries the will of the people. Even then, it cannot be undertaken lightly. People are too easily frightened. We cannot destroy everything they fear. An exalted march is justified only against a true threat to this whole world. It is an offense to the melkaya to use it as a political bludgeon, or as a means of spreading the chant of light. А поход на Долы? What about the exalted march that conquered the elves? That is a hotly debated matter in some circles of the Chantry. The elves had conquered Montsemard and threatened Val Royeaux itself. They were not helpless victims. But even then, Rolais was the only nation to provide troops. It was hardly an exalted march of all the faithful. The Maker wishes his world to spread by example, not by war. We win no converts with blood. До свидания. Farewell. I greet you. О, тут можно еще два вопросика задать. Ну давайте How are the напоследок. people doing after what happened at the conclave? They are scared, of course. Many have lost homes or loved ones. I doubt many will sleep well until you have sealed the breach. I have offered what help I can. The rest is for the Inquisition. What more do you wish to know? Как живется убежище? How are the villagers in Haven doing? They are terrified. Many of them came here because the war between the Mages and the Templars destroyed their homes. In their minds, the death of a divine has destroyed any chance of peace. To that, add the breach. Farmers have fled their fields. If we do not restore order, half of Thedas may starve. Какую помощь вы можете оказать? What are you doing to help these people? My sisters and I have been tending to the injured as best we are able. Some refugees come with food, while others arrive empty-handed. I have helped ensure that all have enough to eat. Beyond that, many simply wish the familiar comfort of the chant of light. It is little enough work to offer some comfort to those in pain. Как живет народ в других землях? Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden.
Farewell. Farewell. Greetings, Herald of Andraste. Кто будет новой верховной жрицей? Do you know who the Grand Clerics will choose as the next divine? It is a difficult decision. All the obvious candidates perished with Divine Justinia at the Conclave. The Grand Clerics are terrified of the Inquisition. They will not decide soon, and I fear they will not decide wisely. Whoever is chosen needs the Inquisition's support. No one else seems likely to seal the breach. До свидания. Farewell. Make her go with you. Greetings. Есть какие-нибудь новости? What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Как там наши гости? Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Tenrim, a most distinguished knight of the realm. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just don't ask him about it over dinner. He spares no detail. What may I do for you? What do the... Despite our fame, we're low on... Any thoughts on the people here? Who did you mean? Солос. What's your impression of Solus? I suppose I should be wary of an apostate, but our elven mage has conducted himself with the utmost propriety. And he has the most fascinating stories. I was thinking of Varric. Oh, I could listen to his tales for hours. He actually let me read a chapter of his next book he's writing. My friends would be sick with envy if they knew. It's excellent, but a bit different from his past works. Only 3 beheadings so far. Commander Cullen came to mind. The commander is an intelligent, cautious man. I'm grateful he's in charge of our standing army. Still, he does sometimes resemble the man with a hammer to whom everything appears as a nail. Кассандра. I was thinking of Cassandra. Seeker Pentagast is a princess of the Kingdom of Nevarra, although that barely seems important to her. She was not interested when I asked if we might make use of her royal relations. Still, the Inquisition would not have formed without Cassandra. She's an extraordinarily driven woman. Let's speak later. Another time. В общем, мы уже сегодня достаточно много времени провели за чтением и за беготней. Поэтому, наверное, я буду уже сейчас закругляться. И вернемся к прохождению уже в следующей серии. Пусть эта серия была не особо, на мой взгляд, богата на различные моменты интересные, но мы многое прочитали, много рутинных дел поделали. Это значит, что в следующей серии будет гораздо меньше рутины. В общем, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал на Рутубе и Ютубе. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.